Всем привет! В этом ролике вы узнаете, топ ли за свои деньги Poco F5 и не посрамил ли он легендарного дедушку F1. Особенно интересным для меня этот смартфон стал ровно после обзора Samsung Galaxy A54, под которым, конечно же, появились комментарии о том, что ЧПК-фон лучше. И частично это правда, однако есть немногочисленные нюансы, о которых я и постараюсь вам рассказать. Ставьте кофе, заваривайте чай, потому что в этот раз обзор не получился коротким, как я ни старался. Большинство проблем в кавычках Poco F5 порождены весьма вкусными характеристиками и громкими заявлениями производителя. Куда ни плюнь, так почти флагман. Все мои вопросы были сняты уже в первый день использования, когда я по своему обыкновению искал подходящую сборку джекам. Оказалось, что эта модель выпускается еще под одним именем – Redmi Note 12 Turbo. То есть корни модели уходят все-таки в бюджетный сегмент, пускай часть моделей современных ноутов дешевыми и не назовешь. Но в этом есть и плюсы. Например, у Poco есть не только классический аудиоинтерфейс 3,5 мм джек, но и EcoPort, а ведь они полностью стали игнорироваться современными флагманами. И поверьте, пользователей, которые ищут подобные функции и возможности, еще полно. Корпус, пускай и пластиковый, но симпатичный. При этом, несмотря на довольно внушительные размеры, смартфон весит всего лишь 183 грамма без чехла и чуть более 200 с ним. Боковые грани плоские, но опять же из-за небольшого веса управляться со смартфоном легко, а в комплектном чехле еще лучше, то есть с эргономикой полный порядок. Задняя крышка матовая, чуть-чуть все же собирает отпечатки, но не критично. Здесь же отмечу, что есть еще и светлая ледяная расцветка и черная. Последняя при этом, к сожалению, имеет глянцевую спинку, поэтому ее брать не рекомендую. Сбоку на правой грани притаилась и кнопка включения со встроенным отпечатком пальцев. Вот за это огромное спасибо. Как же я устал от капризных подэкранных. Тут же и скорость работы, и точность всегда на высочайшем уровне. Вот бы всем так, а? Наконец, спереди мы видим экран с довольно маленькими отступами по краям и с симметричными рамками сверху и снизу. Никакого подбородка. Наконец-то! Сам же экран защищен Gorilla Glass 5-го поколения, а сверху все это с завода прикрыто защитной пленкой с хорошей олеофобкой. Обожаю, когда смартфон уже из коробки содержит все необходимые аксессуары, включая и зарядное устройство, но об этом чуть позже. Расстраивает лишь отсутствие полноценной влагозащиты. Заявленная IP53 спасет лишь от дождя, но спишем все это на наличие аудиоджека и что он может быть более полезен конечному покупателю. Что ж, пока все звучит довольно неплохо. Однако уже после первого включения и первоначальной настройки я нашел первый минус. Я не знаю, почему все другие обозреватели хвалят вибромоторчик, установленный на данном Poco. Но по мне он просто отвратительный. Его работа мерзкая, звенящим звуком, который отбивает все желание набивать длинные тексты на виртуальной клавиатуре смартфона. Прям совсем бюджетным его, конечно, не назовешь, но и не этого ждешь за 30 с лишним тысяч рублей. Причем даже настройка вибро в Google клавиатуре не сильно спасает ситуацию, так как просто элементарная виброотдача после каждого нажатия слишком длинная. В том же Samsung A54 с этим было ощутимо лучше. Экран хорош. Он не флагманский, белый цвет далеко не самый лучший из того, что я видел, но калибровка дисплея в целом меня очень порадовала. В режиме DCI-P3 цвета и контраст всегда комфортны, при этом картинка не перенасыщена, не ворвиглазная, плюс можно подкрутить под стандарты спокойных классических IPS. Еще огромный плюс – умеренные показатели шума, которые в целом можно и не учитывать вовсе, так как пульсация происходит на частоте свыше 1000 Гц, то есть абсолютно безвредно для человека. Фактически отсутствие шума я очень сильно ощутил после 3 недель использования все того же A54. То есть ощущения тут максимально приближены к старым добрым IPS панелям. И еще тут тач на 240 Гц, но мне это не так важно, так как играть я все же предпочитаю на геймпадах. Пиковая яркость в ручном режиме немного не достает до 800 люкс, а при включении автояркости на солнце и вовсе выдает более 1100, по моим измерениям. Картинка на экране читаема всегда. Тут, конечно же, не забываем про поддержку HDR10+, и Dolby Vision. Ну и 120 Гц уже норма. Скроллинг максимально плавный везде. Но, не дай бог, вы хоть раз дернете ползунок регулировки яркости при включенном сенсоре автоподбора, и магия улетучивается. Вместо корректного подбора яркости вас могут ждать неожиданные решения смартфона. Например, выкрутить яркость до максимума в полной темноте. Обычно такое поведение лечится отключением и повторным включением функции автонастройки, но здесь как-то не помогло. Второй минус экрана – Always On Display. В текущей прошивке его просто нет, и я не считаю 10 секунд подсветки при касании полноценной заменой, хоть убейте. Почему Xiaomi не даст нормального выбора, мне не ясно. Это, кстати, касается многих смартфонов Xiaomi с фирменной оболочкой MIUI. Идем дальше. К хорошему экрану подвезли и стерео, что крайне важно для мультимедиа контента. Заявлен даже Dolby Atmos. На бумаге звучит круто, а на деле обыкновенная полуторка, причем довольно посредственного качества. И Pixel 6a, и Pixel 6, и даже Samsung A54 звучат откровенно лучше. Глубины нет, басов тоже. Звук воспринимается максимально плоским. Плюс к этому разговорный динамик у Poco, но очень сильно слабее играет основного.
Спору нет, если вы перешли с какого-то очень старого устройства, вы разочарованы не будете. В любом случае стереобаза есть, и в тех же играх она ощущается. Но в то же время слепо говорить в комментариях, что Чпокафон лучше всех и во всем, тоже не надо, это не так. Еще в минусы звука запишу то, что разговорный динамик имеет вырез в верхнем торце, причем сильно смещенный в левую сторону, что означает, что вы закроете его левой рукой при горизонтальной ориентации. То есть, собственно, при просмотре контента и в играх. И еще небольшой вброс. Обычно люди не любят эту фишку по одной простой причине. Все разговоры будут слышны окружающим чуть больше, чем обычно. Не до такой степени, чтобы ваша конфиденциальность была постоянно под угрозой, но шпионы с направленными микрофонами точно будут довольны. Производительность. А вот тут все в полном порядке. Новый Snapdragon 7 Gen 2 просто пушка-гонка. Кроме того, смартфон продается в двух конфигурациях: 8256 и 12256. Разница между ними в цене небольшая, поэтому очевидно проще взять вторую. К 12 гигабайтам оперативной памяти MIUI еще дополнительно выделяет виртуальные 3 из постоянной. Зачем, не ясно, выбора, к сожалению, нет. Можно лишь согласиться с системой в контекстном меню. В любом случае, спасибо и за быструю постоянную память типа UFS 3.1 и ее объем. В современном мире я прихожу к выводу, что тех же 128 гигабайт уже далеко не всегда хватает. Тротлинг, к сожалению, есть, но он проявляется только в процессорных стресс-тестах. Потеря производительности составляет до 30%. Я даже пробовал задействовать охлаждение от FlyDigi, и оно принесло определенные плоды. График стал более ровным, а потери снизились до 20%. Здесь же отмечу, что тесты я провожу при комнатной температуре с максимальным уровнем яркости экрана, выставленным вручную. Это не только усложняет прохождение теста, но и дает ответ на вопрос, сбрасывает ли смартфон под нагрузкой яркость. В данном случае ответ нет. Режим производительности же дает очень резкие короткие просадки, и в целом кардинально не спасает ситуацию. Использовать его вовсе не обязательно. При всем при этом прям-таки горячим я назвать смартфон не могу. Теплый, да, но в комплектном чехле им все еще можно комфортно пользоваться. Вероятно, за счет заявленной испарительной камеры, которая имеет довольно внушительную площадь. С другой стороны, даже это решение не позволило на корню победить тротлинг. О эффективности охлаждения делайте выводы сами. В 3D бенчмарках все отлично. Падение результатов аналогично есть, но абсолютно не критичное. В целом я бы хотел донести следующую мысль. В Poco F5 тротлинг не влияет на взаимодействие со смартфоном. Он быстр всегда, в любых ситуациях. А прогресс по развитию процессоров особенно заметен при прямом сравнении с теми же аппаратами на Snapdragon 778, уровень производительности которого де-факто стал нормой для среднего сегмента, да и сам процессор до сих пор активно используется даже в новых моделях 2023 года. Взгляните на самый сложный тест в 3D Mark. Разница, по-моему, очевидна. Учитывая общий запас мощности, а он уже не просто приближается к флагманам, а даже обгоняет некоторые актуальные, можно уверенно говорить, что для игр Poco F5 подходит идеально. И не только для них, он потрясно тянет и эмулятор PlayStation 2, причем на очень высоком разрешении. Я даже расстроился, что интерфейс USB-C здесь не умеет работать видеовыходом. Хотелось бы посмотреть все это на большом экране. Попутно проверил, как работает эмулятор на моем Pixel 6 и расстроился. Все-таки Qualcomm для многих нестандартных запросов является наиболее предпочтительным выбором. Но о том, как превратить Poco в портативную PlayStation 2, я расскажу в отдельном видео. Автономность, на удивление, отличная. Я ждал, что новый чип, учитывая его мощность, будет есть батарею, что называется, на глазах. Однако это не так. Даже под нагрузкой он остается достаточно энергоэффективным. Простой пример. За час игры в эмуляторе PS2 я разрядил смартфон всего на 20%, при этом используя максимальный уровень яркости. Найдите мне современную портативную консоль, которая может так же. При типичных ежедневных задачах смартфона легко хватает на сутки и более. Скажу даже так, особо экономным полного заряда должно хватить и на пару дней. В моем же случае 1,5 дня с показателем свечения экрана от 5 до 7 часов. Вот по этому параметру Poco обгоняет Samsung Galaxy A54, в этом я убедился. Кроме того, не забываем про комплектную зарядку на 67 Вт. Она заряжает смартфон с 0 до 85% всего за полчаса. Ну и наконец тот же Poco Mark у меня за 7 часов непрерывной работы с рекомендованным уровнем яркости в 200 люкс смог посадить смартфон лишь на 55%. Прошивка и оболочка. Если вы не в первый раз на моем канале, то знаете, что программное обеспечение Xiaomi я в основном считаю недопиленным. Однако конкретно в F5 все хорошо. Никаких проблем я лично не испытал. Опять же, если напрямую сравнивать с тем же Samsung, я бы сказал, что у корейца чуть лучше с логикой приложений в общем списке, где можно создавать папки. Здесь же есть лишь разделение по категориям, что также неплохо. Работает система очень быстро и плавно. Приятное ощущение нарушает лишь уже упомянутый вибромотор, который рушит всю идиллию. Глобально могу лишь придраться к следующему. И если в фирменной оболочке Pixel у вас есть возможность подбора цвета элементов интерфейса вручную, то здесь за вас решит система, основываясь на выбранных обоях. Мелочь, но учитывая, сколько Xiaomi тратит время на перерисовку интерфейса и иконочек с каждым новым MIUI, могли бы и предусмотреть. Также производитель заявляет довольно долгую поддержку. Так Poco F5 должен увидеть еще 3 версии Android. И кстати, наконец-то на стоковой прошивке при подключении OTG можно работать с флешками, отформатированными в NTFS. Вот за это респект.
Теперь можно ждать, когда справится с EXFAT. А еще, я даже не переключал настройки работы с повышенной герцовкой принудительно. На автомате смартфон почти всегда работает на 120 Гц. Никаких проблем с этим нет. По камере я планирую провести большой тест сравнения со старичком Pixel 6 и свеженьким Huawei Nova 11. В целом это будет максимально показательно по уровню качества фотографий. Поэтому сейчас покажу лишь несколько фотокарточек для общего представления на стоковую камеру. Есть и Gcam сборки с конфигами, но я попробовал лишь пару рекомендованных сборок и остался недоволен. Результаты нестабильные, частенько камера дает засвеченные снимки. Нужно больше времени на изучение этого момента. Поэтому, как и обычно, оцениваю стоковое приложение для съемки, которым и будет пользоваться большинство пользователей. Несмотря на наличие системы оптической стабилизации, модуль достался довольно-таки паршивый. Работа автофокуса тоже не очень, итоговая оценка фото чуть выше среднего. Старый добрый бюджетный Pixel 6a уделает Poco F5, особенно в тех сценариях, где будет активное движение субъектов съемки. Впрочем, и уже несколько раз упомянутый прямой соперник в этом классе Samsung A54 также сильнее в аспекте фотосъемки, имея при этом куда более крутой ультраширик. Видео неплохое, опять же без откровений, хотя и стоит пожурить за то, что стабилизация при обычной ходьбе в 4К могла бы быть и получше. Оптический стаб отрабатывает посредственно. Программное обеспечение часто врет с цветом. Поддерживается запись до 4К 30 FPS. 60 FPS завезли только в F5 Pro, хотя чипсет совершенно спокойно вытянет эту задачу. Так что в помощь вам Gcam и побольше времени для поиска нужной сборки и конфига. Наконец, к итогам. Минусов у смартфона действительно мало, и они не очень весомые. Poco F5 отличный телефон, с хорошим экраном, производительностью и автономностью. Да, можно сказать, что стереовибры могли бы быть и получше, но они, как говорится, есть и тоже не самого плохого качества. Да, камера здесь не флагманская, но учитывая начинку и наличие оптостаба, есть надежда, что умельцы выкатят сборки, солидно повышающий уровень съемки телефона. Вопрос, лучше ли Poco того же Samsung, сложный. Я все-таки считаю, что оболочка у корейцев более целостная, плюс опять же Samsung лучше снимает в стоке. Но не могу отметить и прогресс MIUI, которая на удивление не заставила меня ни разу понервничать за 2 недели использования. Отвечая же на свой вопрос, поставленный в начале ролика, да, Poco F5 действительно топ за свои деньги. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.